33-й серии произошел невероятный бой, который спокойно залетает в пятерку лучших боев ТКВ. Исида против Ренджи, Квинси против Шинигами. Но самый большой хайп в том, что по сюжету манги они никогда не встречались. Так давайте посмотрим на новую серию аниме Блич «Тысячелетняя кровавая война» и сравним ее с мангой. А с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. А серия начинается по уже доброй давней традиции с офигенного пролета камеры над всем Варвельтом. И неудивительно, судя по словам Хикару Мураты, они действительно создали 3D-карту Варвельта. Затем, чтобы можно было управлять персонажами так, будто бы они находятся в игре с открытым миром. А Томохиса Тагучи поддержал коллегу, сказав о том, что чувствует себя скованным, когда при работе с аниме приходится довольствоваться узкими рамками, которые накладывает классическая 2D-анимация. Поэтому он очень доволен тем, что работа над Бличом идет уже 4 года, и они могут себе позволить делать такие масштабные и времязатратные вещи. Дальше в аниме Яхве лично выдает приказ Лилье, Жерару, Перниде, Аскину и Урю уничтожить Шинигами. Заметьте, Хашвальта Яхве никуда от себя не отпускает. И скорее всего в аниме просто визуализировали момент из следующей 630 главы, в котором Хашвальд удивляется тому, что Яхве доверил Исиде одиночную миссию, после чего он отправляет безымянного Зальдата наблюдать за Исидой. В аниме же раздача приказов куда более торжественна, да и Хашвальд будет наблюдать за Уру на протяжении всей серии. А после опенинга нас переносят к Киораку и Урахаре, которые удивлены размером замка Яхве. И еще, помимо всех диалогов из манги, в аниме еще и добавили диалог Киораку с Квинси, которые резко отказались сотрудничать с ним и сразу же ушли в тени. В манге же их не показывали со времен первой стычки. И было не совсем понятно, что они делали и как добрались до Зилберна первее Шинигами. Еще одна небольшая добавленная в аниме сцена идет чуть дальше. Яруичи чувствует реакцию Киораку и остальных, и Ичиго командует выдвигаться. Гримджоу, как обычно, показывает характер, и вместо того, чтобы сорваться с места вместе с остальными, демонстративно стоит на месте. Дальше снова сцена из манги. Урахара замечает отсутствие капитана Куроцучи. Хитрое солнышко ГТ-13 спешно закрыл врата и открыл их в немного другом месте, чтобы спокойно отправиться исследовать дворец короля душ, а теперь уже Варвельт. И если вы думаете, что самый лучший дуэт персонажей это Ичиго с Чадом, Ичиго с Ренджи или Сайфон с Юроичи, то нет. Лучший дуэт Блича начинается здесь. И это Майюри и Кенпачи. Эти две противоположности еще долго будут вас веселить. Ханатаро сильно захотелось в туалет, вместе с ним пошел Зараки, ну и Юмичи Касекаку тоже присоединились. А тут Майюри открывает вторые врата. Вся эта юмористическая сцена была в манге и отлично перенесена на экран. А вот юмористическая сценка во время бега Ичиго и компании по Варвельту вырезана. В ней Ичиго чуть не порушил все планы Яхве и прямо как Юшира сиганул в воздух, но не смог на него встать и чуть не улетел обратно вниз до Сейрейтея. После чего Юруичи говорит, что Ичиго и Юшира на одной волне, а тот не понимает, похвала это или оскорбление. Тем не менее, все остальные диалоги в этой сцене остались. Кроме того, в аниме аниматоры еще и сделали так, что Гримджоу не просто бежит по крышам, но и паркурит. Выглядит круто, я одобряю. Боинг, 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 боинг. Простите, тут так круто грудь санимирована, что я задумался. В конце концов, вся компания встречает Аскина, который думал сначала поговорить с ними, но Гримджоу моментально его атакует. После чего нам показывают Жерара, который, судя по всему, пока остался без противника. В манге же этот момент был только через 5 глав. Через 5 глав флешбека, которые, я думал, будут начинать экранизироваться в этой серии, но не сложилось. Видимо, серия флешбек передвинута ближе к концу сезона. А дальше нам показывают Квинси, которые подобрались близко к Яхве, и здесь только в аниме Жизель кричит «Мы дома!». Не знаю, почему это добавили, может решили просто показать его беззаботный характер. А тем временем нам показывают продолжение встречи Аскина с Гримджоу. И она вся юмористическая и идет в точности по манге. Аскин нам предстает максимальным трусом, который пришел не сражаться, а просто поубивать всех по-тихому. Их диалог в аниме разбавлен хорошо с анимированным бегом на фоне 3D окружения. Но это
этот факт не очень сильно режет глаза. Затем Ичиго с компанией теряют из виду Аскина и Гримджоу, а я вам еще раз показываю просто godlike перевод этого момента из манги. Аскин решает испить кружечку кофе, но Гримджоу не дает ему это сделать, после чего Аскин отравляет Ягуара при помощи гифт-бада, небольшого шарика с ядом, и синеволосый падает ничком на землю. Я уже слышу от аниме-онли зрителей стройный хор. Гримджоу слили! Что ж, я в своих видосах стараюсь не спойлерить, поэтому храню молчание. Вся эта сцена, как и последующие, адаптирует 635 главу. Следом нам показывают Лилье, который сидит в засаде и ждет, пока самые слабые среди шинигами не отстанут от группы, чтобы спокойно их пристрелить из своей снайперской винтовки. В аниме этот момент выглядит классно, ведь зритель видит, как снайпер выбирает себе цель, и он может выстрелить именно в вашего любимого персонажа. Первый выстрел получает Хисаги, прямо как в манге. А вот дальнейший отстрел в манге не показывается. Только через 9 глав Кюраку потом скажет, что из всей группы шинигами осталась лишь горстка. Все остальные офицеры и лейтенанты, за исключением нескольких, были настигнуты Лилье. В аниме же нам показывают наглядно то, как Баро устраивает в Варвельте свой личный тир. И эта сцена нарисована максимально безжалостно. Хисаги также получает выстрел в плечо первым. К нему бросились Амаэда и Кионе, которые тоже получили по выстрелу, а дыру в груди Кионе еще и показали крупным планом. Следующими целями стали Кацубаки и Исане, которая еще и упала ничком рядом со своей сестрой. Остальные шинигами разбежались куда глаза глядят, и этим объясняется их последующая раздробленность. Прошла половина серии, и, наверное, мне стоит пояснить, почему это видео сделано в основном из стоп-кадров. Дело в том, что, как и в прошлом году, начал лютовать канал TV Tokyo, который уже заблочил сравнение двух первых серий этого Кураблича на моем канале, но их все еще можно посмотреть. Я перезалил их на свой Бусти в открытый доступ. Также вы можете поглядеть и другие мои ролики, которые лежат в раннем доступе. Там вы можете поддержать то, что я делаю, и получить бонус согласно уровню подписки на Бусти. Присоединиться к нашему большому Бустею 13 можно по первой ссылке в описании или отсканировав QR-код на экране. Отдельное спасибо главному герою Onyx Драгону и главнокомандующему Найт Киви. Итак, Ренджи, убегая от снайпера, прибежал к Исиде, и нам сходу показывают, что в этот бой вложено огромное количество сил аниматоров. Его не было в манге. Ренджи вообще неизвестно куда исчез во время боев Шутштафеля, придя лишь на бой с Жераром. Не было понятно ни его местонахождение, ни что он делал. И сейчас нам покажут то, как бывшие друзья будут друг друга убивать. Но начинается все, конечно же, с диалога, в котором Ренджи пытается удостовериться в том, что Исида действительно выбрал сторону врага. Исида сначала отвечает общими фразами, а потом прямо говорит, что Яхве поглотил короля душ, заполучил все свои силы и теперь непобедим. Вас не смущает то, что он говорит такие важные вещи своему врагу? Нет? Ну ладно. А то, что про Варвельт и Квинси он говорит, глядя на замок, на вершине которого стоит Хашвальд, тоже нет? Ну ладно, я молчу и не спойлерю. На прямой вопрос Ренджи, что с Ичиго, Исида отвечает: «Я убил его. Ну, или я так думал». То есть он сам не уверен, убил ли он его. Следовательно, моя теория, которую я высказал 3 видео назад, еще не опровергнута. Более того, этот пост в Твиттере вселяет в меня надежду, что я один из немногих, кто заметил странности во время боя Исиды и Ичиго. Итак, разговоры кончились, и начинается боевая секвенция. И я очень хочу показать все ее великолепие, но вам придется довольствоваться скриншотами. Ну или прийти через 2 часа ко мне на Twitch, где мы будем смотреть эту серию. Тут есть все. И крутые ракурсы, и полеты камеры, и красиво нарисованные взрывы. А какая хореография! На момент, когда Ренджи отклоняет стрелу носком ноги, можно смотреть вечно. У меня закончились превосходные степени восхваления труду аниматоров, а ведь бой еще только
только начался. Кроме того, Абарай нам показывает внушительный арсенал новых техник. Например, теперь мы знаем, что его занпакта в Банкая при попадании создает сильный взрыв. Исида, конечно, пытается сопротивляться, но против Банкая Ренджи он не справляется. Первая боевая секвенция длится 2,5 минуты, и это на секундочку чистого боя. Это не классическая бличевская схватка, где после пары ударов враги встают друг напротив друга и начинают вести беседу. На моей памяти самый длинный, почти бесперерывный боевой сегмент был во втором фильме Fate Heaven's Feel, где бой Сейбер против Берсеркера длился почти 5 минут без перерыва. Но это фильм, а это одна серия в сериале. Абарай применяет добивающий прием Зага-Теппа, который когда-то практически уничтожил тело Маска де Маскулина, который был на пике своих сил. Но бой не заканчивается. Исида полностью вложился в защитный блуд Вена и остался невредим. А затем он включает свой фольштендинг. И на этот раз волна силы от его включения отбрасывает даже Ренджи, находящегося в Банкае. 3 серии назад мне было очень интересно наблюдать за нытьем в комментах, что Ичиго проиграл какому-то слабому Исиде. Да, он дрался так, чтобы не убить друга, собственно, как и Ренджи сейчас. Но, по-моему, такие комментаторы даже близко не представляют уровень сил Исиды. На всякий случай я напомню, что Яхве при помощи Аусвелена перераспределил силы 2 десятков штормритеров и сотен или даже тысяч солдат на себя и 6 своих подчиненных. И включив фольштендинг, любой из этих 6 получает свою истинную силу. Мангаридеры подтвердят, что Жерар или Лилье под фольшами обладают ужасающей силой. Исида не исключение. Получив крылья и создав огромную стрелу, Уру атакует ей Ренджи, но тот не смог ее сблокировать и лишь отклоняет ее. Происходит божественное сочетание звука и демонстрации мощи этого выстрела. Я прям кайфую. А затем Ренджи ловит Исиду и начинает готовиться к атаке. Дальше происходит краткий флешбэк, в котором Ичибей учит его технике Загайзега, выглядящий как хлыст, который, раскручиваясь, становится огромным огненно-электрическим шаром разрушения, который он обрушивает на Исиду. Этот удар был настолько мощным, что его заметили Майюри и Кенпачи, которые находились в нескольких километрах от него. И, естественно, этой сцены, в которой оба капитана подкалывают друг друга, не было в манге. Как не было и сцены прихода Ичиго к Аскину. Может быть, в аниме нам покажут их полноценный бой? А что? Я уже ничему не удивлюсь. Далее нам показывают лежащего на земле Исиду, который резко встает и использует склавирай, поглощая рейши в огромном количестве и усиливаясь. Хочу обратить ваше внимание на то, что фольштендинг Уру со склавираем и без него выглядит по-разному. И с Ичиго он дрался именно в склавирайной форме. Вот и думайте. Исида усиляется настолько, что запирает Ренджи в клетке. И этот пролет камеры просто шикарный. Мое уважение аниматорам. Я даже закрою глаза на то, что ноги Ренджи двигаются относительно щели в бетоне, хотя этого не должно быть. Исида вытягивает всю реакцию из Шикая и Банкая Красноволосого, оставляя того без сил. А затем Хихотсу Тайха уступает стреле Исиды, хотя в начале боя все было по-другому. Итак, Ренджи падает с дырой в груди, и Квинси, стоя над телом своего заклятого врага, рассказывает ему 3 причины, почему тот проиграл. И главное среди них, Ренджи подсознательно старался не убить своего врага. Как и Ичиго, он не смог вложить всю ярость в удары. И именно поэтому они оба проиграли. Причем, заметьте, он выстрелил Ренджи в Сакэцу, точку, которая усиливает способности души. Он делал это с Икканзакой, он делал это с Майюри, Чиручи Сандервичи, а также с Шутарой и Ренджи. А теперь ответьте мне на вопрос. Сколько персонажей после такого выстрела погибло насовсем? Спасибо, кстати, Сашачу, лейтенанту моего Бустея 13, который подметил эту привычку Исиды. Но вот что я до сих пор не могу понять, так это почему визуальный ряд эндинга в этой серии идет задом наперед. Это сделано явно неспроста. Но что же это означает? У меня идей нет.
И поэтому я надеюсь услышать их от вас в комментариях. Если подводить итоги по серии, то можно смело сказать, что Блич выходит на пик. Следующая серия, судя по названию, будет посвящена бою Майюри и Зараки. А вот против кого, вы узнаете на следующей неделе. Тем не менее, визуальная составляющая серии просто потрясна. Хореография, музыка, напряжение отбоя — все на высочайшем уровне. И я могу спокойно сказать в очередной раз, что полностью доволен серией. Не забывайте подписываться и ставить лайки. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.